Новое достижение с мертвой точки. И всем привет, с вами KitsNP, и прежде чем мы начнем данный видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, посмотрите это видео хотя бы чуть-чуть и напишите комментарий. Это поможет продвижению видеоролики вверха ютуба. Ну а сегодня у нас на повестке дня большой проект. Мы будем делать паровой двигатель, чтобы ускорить работу всех механизмов, чтобы начать строительство больших перерабатывающих заводов, там, не знаю, производства, железной дороги и так далее. Но для начала нам понадобится очень много меди. Как хорошо, что у нас эта самая медь имеется. Вот у нас есть медь, и вот у нас есть медь, которую, кстати говоря, мы можем перемолоть на нашем дробящем колесе и спокойно переплавить ее в печи. Ну а пока медь перемалывается, я проведу краткий экскурс, что у нас изменилось. Как вы могли заметить, у нас появились дорожки даже к первому мосту. Также произошла небольшая сортировочка. Вот теперь у нас здесь лежит дерево, железо, золото, алмазы, которых нет, уголь и порох. Ну и вот сундук с землей. Ну и тут также вот арсенал и всячина, в которой лежат самый разнообразный мусор, короче говоря. Мы получили 48 дробленой меди и 35 кусочков опыта. Опыт мы, пожалуй, примем. У нас появился 13 уровень, и сейчас мы будем переплавлять дробленную медь в печках. Просто в печках, незамудренная переплавка меди. Ну а для того, чтобы сделать структуру парового двигателя, нам понадобится жидкостный бак, сам паровой двигатель, который состоит из медного блока, андезитового сплава и золотого листа, а также жидкостные трубы и механическая помпа. Все это, конечно же, делается из меди, поэтому в этом выпуске нам понадобится очень много меди. Также нам понадобится восстановить цепочку производства. Я восстановил механический пресс, и теперь мы можем спокойно делать медные пластины. Как раз у нас там медь переплавится, и мы сможем начать производство медных труб и, в принципе, всего необходимого для структуры парового двигателя. Также нам еще понадобится горелки всполоха для того, чтобы паровой двигатель работал, так сказать, на полную мощь. Ну а пока будут делаться медные пластины, я, скорее всего, сейчас схожу в шахту, подобываю немножечко ресурсов, чтобы потом их перемолоть в нашем дробителе. Это касается цинка, меди, железа и многого другого. Я вернулся домой, потому что у меня сломалась кирка. Я добыл 2 стака азурина, немного железа и рудной меди. Также у меня рудное железо есть на складе. Того у нас 20 рудного железа. Все это можно будет спокойно перемолоть в дробящем колесе. А пока все наше добро перерабатывается на станции переработки, то есть на дробящем корабле, мы посмотрим, как там сделались медные пластины для нашего проекта структуры парового двигателя. Так, медные пластины полностью были сделаны, так что мы начинаем подготовку к строительству парового двигателя. Для этого сначала нам нужно будет сделать
жидкостную бак. Да, жидкостный бак. Для нам нужно около 12 жидкостных баков, а это означает, что нам нужны бочки. Бочки — это деревянная пластина и дерево с топором. Деревянных пластин у нас должно быть много, поэтому приступаем к созданию. Так, я сделал необходимое количество жидкостных баков. Теперь мы размещаем установку. Так, жидкостный бак я поместил. Сейчас подойдем к нашей станции переработки, посмотрим, что она там переработала. А переработала она все: железо, медь и кусочки опыта также. Сколько у нас здесь? Ага, 18 уровень, неплохо. Теперь нам нужно сделать будет, получается, медные трубы. А для этого опять нужны медные пластины и сама медь. Подождем, пока сделаются медные пластины. Как медные пластины готовы, теперь нужно делать медные трубы. Также мне нужно сейчас будет выкопать где-нибудь здесь яму небольшую для воды. Ямка выкопана. Также мне нужна еда. Так, а пока жарится у нас сырая говядина, пережарим дробленное железо. Для того, чтобы сделать медные трубы, нам понадобится 2 медных листа и медь посередине. Все, 12 медных труб, то есть жидкостных труб. Теперь нужно будет сделать просто помпу. Для этого нужно всего лишь шестеренка. Так, механическая помпа готова. Теперь это все нужно подвести к нашему жидкостному хранилищу. Для этого нам нужно ведро воды, а также гаечный ключ. Еще бы не помешало сделать инженерные очки, чтобы увидеть уровень жидкости в нашей жидкостной хранилище. Так, труба подведена. Теперь осталось только сделать, получается, паровой двигатель. Еще нам нужно будет сделать горелки всполоха. Это у нас золотой лист, андезит и медный блок. Так, пока медь у нас прибавляется, делаем медный блок. Теперь нам нужен золотой лист и андезитовый сплав. Андезитовый сплав, вот он. Горелка всполоха одна есть. Мне нужно еще 3. Также мне в эти горелки всполоха нужно будет поймать блейзов. Для того, чтобы сделать инженерные очки, которые нам очень необходимы, нам нужно 2 стекла, 1 нить и опять же золотой лист. Нить у меня должна быть на складе, да. Так, нитка есть, а стекла у меня как раз таки нет. Ну ничего, не беда, так сказать. Накопать 2 песка и переплавить. Так, для начала нам надо сделать паровой двигатель. Вот, паровой двигатель сделан. Теперь нам нужны инженерные очки. Инженерные очки готовы. Снаряжение инженера. Я надел инженерные очки, и для того, чтобы завершить нашу структуру и вывести ее, так сказать, в эксплуатацию, нам нужно еще будет сделать шестеренок и налить воду в наш жидкостный бак, а также еще нужно будет поймать блейзов. Как я выяснил опытным путем, вода в жидкостный бак просто так не наливается. Она как раз таки берется отсюда из нашего водохранилища, так сказать, искусственного. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится выставить шестерни, подвести их к паровому двигателю, что я уже благоразумно сделал. А также нам нужна вот коробка передач, которая нам поможет шестеренки, так сказать, выставить в правильном цвете. Так, я подвел шестеренки, поставил одного всполоха, горелку которую, и теперь нужно завести, так сказать, двигатель. Заводим. Закачаешься! Достижение получено, но... Я понял, в чем проблема, там вмешалась одна шестеренка. Заводим!
Новое достижение, сборщик луж. Новое достижение с мертвой точки. Но в принципе, паровой двигатель работает, вот только есть одно маленькое но. В том плане, то, что вода почему-то туда не вкачивается. Я не знаю, как это сделать, но структура работает. О, кручу-верчу, цель достигнута. Ой, я голодный. Знаете, а вроде бы сейчас все работает. Установка, так сказать, теперь работает. Наша структура выведена в эксплуатацию. И проверим, будет ли оно тянуть. Да. Зашибись. Все работает. У меня теперь есть паровой движок, который работает. У меня теперь есть... горелка с полка не работает. Так бы он быстрее сейчас работало. Но я вообще удивлен, что вообще оно начало работать. Так как бы паровой двигатель должен работать от нагрева воды и все такое. Но статус котла начальный. Вообще вода, она должна как бы... Куда? Я не знаю, короче, не до конца наша... сказать, установочка работает правильно, но все работает. Я думаю, что на сегодня все. Мы достигнули, мы сделали свой главный проект. Это паровой двигатель, это паровая установка. Сегодня наша цель достигнута. А с вами был KitsunPlay. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видеоролик хотя бы чуть-чуть, а также пишите комментарии. Это поможет продвижению видеоролика в дальнейшем. Еще услышимся!